В рамках проекта Еврокомиссии по определению форм радиоактивных отходов, которые обеспечивают безопасную переработку, хранение и захоронение РАО, хранящихся на украинских предприятиях ядерно-энергетического комплекса, 25 июня на промплощадке ГСП ЧС представители консорциума компании-исполнителя проекта, ГСП «Экоцентра» и сотрудники атомной станций Ривинской, Запорожской и Хмельницкой приняли участие в обучении, во время которого специалисты Чернобыльской атомной электростанции выполнили демонстрационные тесты с использованием разработанного на ЧАЭС инструмента для отбора проб ионообменных смол. Отбор ионообменных смол, как оказалось, не самая простая процедура. Но на Чернобыльской атомной электростанции есть достаточно опыта и собственные наработки для ее выполнения. Определены проблемные отходы, их 3 потока, и с каждой станции необходимо будет отобрать пробы таких потоков. Это ионообменные смолы, солевой плав. Для ЧС это перлит, 1 поток определен. Затем эти пробы должны выполнить их характеризацию экоцентром на радионуклидный состав, в том числе трудноизмеряемые радионуклиды для разработки коэффициентов масштабирования или нуклидного вектора, ну и химический анализ данных проб. Затем по плану этого проекта должно быть подготовлено предложение, схема переработки этих отходов для направления на захоронение. Чернобыльская станция на основе своего опыта, мы уже отбирали пробы со всех своих емкостей, в том числе там, где хранятся и отработанные ионообменные смолы. Они у нас достаточно давно хранятся в 2 типах емкостей. Это 5000-е емкости на ХЖО и 1000 на ХЖТО. Вот с разных отметок, с дискретностью в 1 метр мы эти пробы уже отбирали. И как нам показалось, что из того обзора международного опыта пробоотборников наш пробоотборник, он более надежный, наверное, и простой, и гарантированно обеспечивает отбор пробы с необходимой высотной отметки емкости для хранения. Предложили это в виде презентации на международном проекте, привезли образец. Это пробоотборное устройство, которое усовершенствовано, прошло несколько этапов. Это цилиндр в виде снаряда с ребрами, которые позволяют ему не проворачиваться на определенной глубине, когда будем открывать верхнюю крышку. Верхняя крышка с системой байонетного захвата соединена с цилиндром, и тут палец, он фиксируется, когда в замкнутом состоянии набором штанг, который мы определяем высоту или глубину с той отметки, откуда необходимо взять. Штанги опускаются, по рискам мы видим, на какой глубине находимся. Если нужно, оказываем какое-то давление на штангу, чтобы углубиться в эти плотные слежавшиеся слои. Когда мы дошли отметку, штанга поворачивается против часовой стрелки, тянется вверх, открывается вот этот байонетный захват, и на уровне, на котором находится пробоотборное устройство, затекает сюда та проба, которая здесь находится. Ну и потом извлекается. На украинских АЭС в скором времени необходимо будет проводить отборы проб. Следовательно, необходимо определиться со способом отбора для использования его на Ривинской, Запорожской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС. А значит, опыт Чернобыльской атомной электростанции пригодится участникам делегаций для использования на своих предприятиях. Возможно, после изучения нашего опыта отбора проб представители консорциума компании-исполнителя проекта выберут вариант, практикуемый на Чернобыльской АЭС.